Охота в Новой Зеландии – это такой адреналин довольно экстремальный. «45 миллионов лет назад тектонические плиты в южном полушарии Земли столкнулись, и в пепле и магме вознесли к небу пики Южных Альп, которые, к слову, растут и по сей день. А то, что природа созидала миллионы лет, люди сумели изменить менее чем за 1000. И не в плохую сторону, потому что, придя в этот поистине сказочный край, человек, словно бог, населил его животными. Они плодились и размножались, дичали и обживали эту горную страну. А человек так и остался внизу, у подножий. И трофейная, природосберегающая охота здесь – это теперь единственный способ регулировать популяции животных в уникальной, созданной самим человеком, экосистеме Новой Зеландии. Трофейная охота в Новой Зеландии. Фильм первый. В 2017 году ученые Австралии, Америки и Новой Зеландии совершили удивительное географическое открытие. На планете Земля существует 7-й континент. На 94% скрытый под водой, общей площадью в 2/3 Австралии. Его надводная часть – это и есть острова Новой Зеландии. В самой высокой своей точке, достигающей 3700 метров. Такова высота горы Кука, главной вершины Южного острова. Здесь обитают самые большие в мире тары, серны, одичавшие бараны, лани и лучшие в мире трофейные олени. Охота не сложная, но через запятую экстремальная. Южные Альпы – единственное в мире место, где разрешена и оправдана охота с помощью вертолета. Потому что в эти горы попасть можно только 2 способами. С помощью Питера Джексона в кино. И именно туда мы хотим попасть. Мы здесь не одни. Я в Новой Зеландии. Я в Новой Зеландии. И на винтокрылой машине в реальности. Именно сюда, за 15 000 километров от дома, прилетел трофейный охотник Сергей Мазуркевич, чтобы вместе с женой совершить удивительное путешествие вниз головой. Новая Зеландия находится интересно географически. Но по сути мы находимся вверх тормашкой, внизу планеты. Ближайший континент – это Австралия, это 1700 километров. 2 мая, и это по-нашему ноябрь месяц. Довольно так прохладненько, порядка 4 градусов тепла. В аэропорту Квинстауна команду встречает гид Эндрю Дорси. Он отвечает за туристическую программу этой экспедиции. Ну что, поехали. Я с вами 2 дня. Посмотрим на местные достопримечательности. Это шоссе, которое называется Фрэнклин Роуд. Дорога, которая ведет в Квинстаун. 23 часа перелета, и мы в Новой Зеландии. 5 часов до Дубая, 16 часов до Оклунга, и от Оклунга до Квинстауна 2 часа. И мы здесь, на горной охоте.
В Новой Зеландии мы второй раз с супругой. Первый раз были в 2008 году. Сегодня мы и завтра, и послезавтра у нас 3 дня, где мы попытаемся наслаждаться пейзажами и природой. И найти те места, где у нас сохранились фотографии. 2024 год, и я в Новой Зеландии. Видите, как было 16 лет назад? Смотрите, как было тепло. По сути, это треть моей жизни. Все преобразилось, по-новому построено. Что помним, частично. Там я, наверное, фотографировалась. Там мы купались, вон там пляж был. Мы здесь были 16 лет назад. Очень приятно очутиться. Именно в этом месте мы фотографировали. В памяти всплывают, конечно же, воспоминания, которые очень приятны нашему сердцу. Зеландия – провинция на юго-западе Нидерландов. Дословно морская страна. В 1642 году голландский моряк Абель Тасман, увидевший неизведанную землю в южном полушарии, не мудрствуя лукаво, назвал ее Новой Зеландией. На языке же маори, первых местных жителей, эта земля звалась Аутиароа, что значит «страна длинного белого облака». И когда маори впервые приехали в Новую Зеландию, и вот сюда, в район Окленда, они поселялись на горах, которые представляли из себя кратеры спящих вулканов. И они устраивали на горах террасы, разбивали там свои поселения и выращивали продукты питания. И у каждого племени была своя гора, и они воевали друг с другом за территорию. Здесь, только на территории Окленда, насчитывается 48 небольших вулканов, расположенных на площади в 20 квадратных километров. Это Оклендское вулканическое поле. На нем маори выращивали батат, посевную культуру, привезенную с собой. А самый большой, а также молодой вулкан Новой Зеландии – остров Рангитота. 600 лет назад маори видели его извержение. Не помню ничего, как мы здесь были, но сейчас вспомним, когда приходишь или окунаешься в те условия, в которых ты был когда-то, ты это вспоминаешь. Город Окленд. Мы в Новой Зеландии. Сейчас Окленд – самый большой очаг цивилизации в архипелаге. В нем живет 1,5 миллиона человек, и это почти треть всего населения Новой Зеландии. Берег оборудован специально такими нишами крепления для удилища, в том числе и столики, как мы видели, уже со шлангом воды, и можно почистить рыбу, подготовить и упаковать ее. То есть для рыбаков здесь все это побережье оборудовано. Несмотря на внушительную площадь, Новая Зеландия воистину не резиновая. Лишь 2% от общей территории страны пригодны к выращиванию полезных человеку культур. Зашли в мой магазин специально для того, чтобы сверить цены, ну так, для интереса. Дали он в 5 раз дороже. 600 рублей десяток. Я слышал, что за 100 рублей у нас там были... яйца несет курица. 80% страны не заселено людьми. Это сплошные горы. Но благодаря обилию пастбищ на их склонах, Новая Зеландия стала страной животноводства и главным в мире экспортером шерсти и баранины. На островах сейчас 27 миллионов овец, по 5 на каждого жителя, и 10 миллионов коров. Одичавших животных в горах никто не считает, поэтому архипелаг – просто рай для трофейных охотников. Для начинающих горных охотников Новая Зеландия – самый подходящий вариант. Здесь легко ходить по горам, низкие горы, кислорода много. Мы стараемся создать инфраструктуру для всех приезжающих туристов, поэтому здесь много отелей, строятся новые отели. И многие люди хотят сюда переехать в этот район, жить здесь, жить ближе к природе. И Квинстаун — это такие двери, которые ведут во многие интересные точки Новой Зеландии. Национальные парки. Там есть прекрасные дорожки для трекинга, поля для игры в гольф, да еще и вино, ну и, конечно, трофейная охота. 5 мая мы покидаем Квинстаун, переезжаем в Анака. Это ареал обитания Серны и Тара.
где начнется наша охота. Алена прям очень надеется у нас, что мы буквально сегодня-завтра отстреляем свои позиции и продолжим туристическую программу. Я верю в своего мужа, своего супруга, что он сможет за 2 дня, иногда у него получалось за 1 день взять 2 трофея, поэтому я думаю, что 2 дня для него, в принципе, преодолимое препятствие. В этой экспедиции Сергей Мазуркевич находится без привычного оружия. Привезти свою винтовку в Новую Зеландию не удалось. Поэтому охотиться придется с тем, что предлагает местный проводник. А это значит, что условия охоты будут другими. Здравствуйте, меня зовут Скай. Приятно познакомиться, Сергей. Мы прибыли в Анаку. Мы выбрали из 5 стволов наиболее нам знакомый 300-й. Эту винтовку делали специально под клиента. Из всех этих винтовок было добыто много животных. Мне нравится вот эта винтовка. В голове понимаешь баллистику до 500 метров, соответственно, в пользу этого карабина сделан выбор. Эти винтовки все хороши. Они отличаются друг от друга, но это дело личных предпочтений. После обеда у нас пристрелка и вечерняя охота на рядом обитающие позиции. Цели у нас Тар и Серна. Дополнительно можно здесь для рейтинга взять дикого козла и дикого барана. Первыми охотниками на этой земле были полинезийцы, прибывшие сюда, предположительно, с островов Кука в конце XIII века. Они проделали путь минимум в 2500 миль через океан в 7 больших двухкорпусных каноэ. По сути, на катамаранах. Так на архипелаге возникли 7 племен маори. Они столкнулись здесь с удивительным фактом. На островах не было наземных млекопитающих, только птицы. Причем многие были нелетающими. За 1000 лет отсутствия угрозы на Земле у них просто атрофировались крылья. Появление человека все изменило. Всего за 200 лет после прибытия маори съели всю популяцию уникальных птиц моа, древних родственниц современных страусов. Эта птица достигала в высоту 3,5 метров и весила до 270 килограммов. За несколько сотен лет в Новой Зеландии исчезли 58 видов пернатых, более четверти от общего числа. Несмотря на огромную площадь, Новая Зеландия могла прокормить очень небольшое количество людей. Сейчас новозеландцы борются за сохранение птицы киви, далекого родственника моа. И эта птица – один из символов страны. Правительством было принято множество мер по охране дикой природы. И изъятие завезенных человеком животных, и организация охраняемых зон. Напоминает Техас, как в Техасе. Необходимо проверить новое оружие и привести его в боевую готовность. И сразу после пристрелки начнется охота на одичавшего барана. Впервые на пристрелке вижу так организованный столик. Прям основательно. Интересная конструкция. Честно говоря, первый раз вижу, что вот таким образом регулировалась высота сидушки для стрелка. Трофейный охотник, чтобы не рисковать с незнакомым оружием и прицелом, принимает решение вести охоту на дистанциях до 300 метров. 3 дюйма выше. Падение на 200 метров, порядка 6 сантиметров. Великолепно работает. По весу килограмм где-то 3,5-3 700. Ствол 26 дюймов. Это увеличивает скорость пули, соответственно, и настильность. Работает мягко, калибр 300. Опустим на пару дюймов. Занял позицию лежа, и все получается. Я думаю, 200, 250.
Чтобы проверить стрельбу под углом, охотник выбирает своей целью одинокий камень на вершине холма. До 200 метров практически в упор стрелять можно. Если 200 метров можно без поправок цели себе стрелять. Мы сделали правильный выбор, выбрав 300 бимак. А домашнее овец началось почти одновременно с козами, около 10 тысяч лет назад с муфлона, обитающего в горах Средней Азии и Южной Европы. Овца – это общее название всех видов домашних баранов, а всего их около 600. Их далекими предками стали азиатский муфлон, архар, уриал, аргали и гривистый баран. Домашние овцы боятся громких звуков, темноты и даже страдают клаустрофобией. Но и домашние, и дикие боятся воды. Опасная глубина для них – уровень чуть выше щиколотки человека. Мы думали, что они будут вот там внизу, но они на самом деле теперь уже вот там, вот в 300 ярдах. Убежали бараны, и так все просто. Они постояли буквально, пока мы двигались. Как только мы скрылись, они сразу ушли. Сейчас начнем проследовать. Здесь, в Новой Зеландии, случился удивительный процесс. Домашние овцы отбивались от стад европейских поселенцев и вспоминали вкус свободы. Быстро дичали и возвращались к первозданной жизни без человека. Однако вместе с этим они вновь стали интересной и законной целью для людей, сохранивших гены охотников и собирателей. Баранов увидела я. Думали, что баран внизу находится, потому что мы начали преследовать. А он уже пересек распадок и начал подъем среди кустов. Черный сливался с рельефом. Алена увидела, она, конечно, молодец. Второй, тот, который посередине. Дистанция была 260 метров. Но так как солнце светило прямо в глаз, стекла не очень на этом прицеле. Пришлось довольно долго прицеливаться, смотреть. Не было видно именно какого барана. Тем более они постоянно меняли позицию. А потом, когда уже они остановились, было понятно, что нижний с более интересными трофейными качествами. Поставили на 250, пуля немножко выше все равно пошла, и получилось все хорошо. Есть. 300 ярдов. Прекрасный выстрел. Было трудно. Солнце било в глаза. Но Сергей справился. Очень хорошо. Прекрасный трофей. Это мой трофей, за которым мы идем, потому что я его увидела. Я. Забавно, что Новая Зеландия в 1893 году стала первой страной в мире, предоставившей женщинам равные избирательные права. Группа 3 баранов, видать, вожака мы взяли, а 2 барана ждут его. Такая же история была, помню, в Карачаево-Черкесии, аналогично. Расстрельнули, также группа стояла, ждала. Мне жалко их, честно, жалко. Ну, охота есть охота. Главное, муж доволен. 6, 7, 9 лет, 9-10 лет. Такой хороший. Немного пришлось походить, но я скажу, что охота легкая, но интересная. Все-таки такой экземпляр довольно оригинальный для нас, горных охотников. Такой весь шерстяной, одичавший баран. Ого! Я понял, рюкзачок сделал какой-то. Вот так. Вот так вот. Пошли.
Трофейный одичавший баран добыт, и охотники отправляются на базу. Завтра предстоит новая охота. Отличный сегодня день, солнечный на удивление для Новой Зеландии. Сейчас двигаемся на путешествие на лодке по горной реке. Для нас это воспоминание, потому что мы с Аленой 16 лет назад испытывали эти ощущения скоростные по горной реке, по определенным ущельям. Для нас, что интересно, это познавательно, как это все происходит. Мы сейчас видели, что приводит в движение лодку. Мы будем двигаться на мелководье, мы будем видеть, что сантиметров 10 воды всего, и тем не менее с большой скоростью. У многих возникнет вопрос, каким образом на такой большой скорости лодка двигается с пассажирами, с нагрузкой на мелководье. Конструктор Хамильтон придумал чудо. Решетка, которая позволяет избежать попадания камней, редуктор, винт, набирающий воду и выталкивает водометом. Прогулка на скоростной лодке проходила среди живописнейших гор. Именно в этих местах сняли легендарную трилогию «Властелин колец» и многие другие известные фильмы. Река здесь неглубокая, здесь много каналов, довольно мелко. Иногда можно даже услышать, как лодка задевает дно. А вот здесь снимали «Властелин колец». Здесь сняли много сцен для фильма. Эта местность известна как Айзенгард. И вот там, где линия деревьев, там снимались батальные сцены. Двухчасовая прогулка на скоростных катерах. Природа обалденная, вода, горы, люди прекрасные, замечательные, такие же, как и мы. А река, конечно, дополняет в распадках неописуемую красоту природы. Два водомета одновременно работают, синхронно. И тогда такая тяга возникает. Эта гора много значит для нас. Там добывается много камня, который называется нефрит. Вот такой зеленый камень. Его раньше использовали, чтобы делать оружие. Для маори этот полудрагоценный камень был жизненно важен. В Новой Зеландии нефрит нашли на западном побережье Южного острова. А так как маори в основном жили на северном, то чтобы пополнить свои запасы, им приходилось совершать многомесячные вылазки на другой остров. Так как погода нелетная, вертолет был отменен сегодня, и у нас есть возможность провести день сегодня в поисках и охоты на дикого козла. Вчера мы взяли дикого, одичавшего барана. До места охоты мы добирались порядка 50 минут на машине. Сейчас на квадроцикле будем выдвигаться в ареал обитания дикого козла. Потом пешая охота, подход, выстрел. 10 тысяч лет назад шла неолитическая революция. Время, когда люди начали превращаться из охотников и собирателей в земледельцев и животноводов. Ученые почти уверены в том, что животных одомашнили древние шумеры и аккады. Это происходило там, где сейчас Израиль, Иран, Сирия, Ливан и Турция. Предком современной козы стал безааровый козерог. По иронии судьбы, сейчас он в Красной книге. А вот его домашние потомки пасутся в неимоверных количествах по всей земле.
Проехали минут 50 от базы. Здесь много видим ланей, благородных оленей, баранов. Ну, охота, в принципе, примерно такой же, как на косулю. Передвигаемся на баги. С нами очередной раз уже не стажер, можно сказать. 4-й раз Алена на горной охоте. И понемногу начинает нравиться. Будем надеяться, вот-вот она возьмет винтовку. Во время великого переселения народов коза пришла вместе с хозяином из Азии на поля Европы, Балканы и продолжила распространение на север. 2 козлов диких видим. Там, кажется, 5 самцов. Вот 2 серых. Они больше на Визера по окрасу, на Безарового козерога похожи. А черный он уже так сформированный. Давайте попробуем приблизиться. Возможно, нам удастся приблизиться на 400 ярдов. Как минимум 3 хороших экземпляра. Если они продолжат подниматься наверх, это будет для нас хорошо. Если пойдут вниз, плохо. 650 метров дистанция. С этой винтовки не взять. Придется делать подход. В принципе, я уже готова не стрелять, идти дальше. Мы поедем на машине вот там, в низине, и поедем в ту сторону, дальнюю часть. И там мы сможем произвести выстрел. В отличие от баранов, козлы обычно любят забираться повыше. В этих местах были большие высоты. Охотники оставят багги и продолжат движение пешком. Одичавшие козы могут быть за любым кустом. И чтобы не спугнуть осторожных животных, нужно двигаться тише. На расстоянии 500 метров замечен трофейный самец. Необходимо приблизиться к нему на дистанцию уверенного выстрела. Единственный путь пролегает через густые заросли кустарника. Движение сквозь эти дебри – крайне выматывающее занятие. Эти извилистые ходы – постоянное место пребывания одичавших козлов. Это очевидно по специфическому запаху, а значит, охотники на верном пути. Все остальные животные на том же месте. Я думаю, что они спустились. Мы продолжим приближаться к ним, будем продвигаться медленно. Ушли в кусты. Нам понадобилось вчера пару часов, чтобы взять одичавшего барана. И сегодня 3 часа где-то в поиске были и преследовали одичавшего козерога. Охота легкая. Единственное, что дискомфорт, это вот колючка, это кустарник. Но это так относительно. Здесь бежишь. Благодаря Алене мы уже прошли, она увидела голову. Указала нам дистанции 140 метров. Вот тот, черный, с белыми боками. Видишь его? Окей. Вроде есть. Дистанция 140 метров. Выстрелом в лопатку. Был поражен на месте. Второй раз. Она вчера выхватила сразу барашков, которые убегали. И сегодня мы практически все прошли мимо, она сзади увидела голову. Вот осталось даже не шаг, полшага, взять винтовку и произвести красивый выстрел. Нет. Он находился далеко внизу, но я его вытащил. Нам нужно пробраться вот туда. Найти трофей и забрать его из зарослей было непросто. Только спустя час охотник вытаскивает трофей на открытое место. Хороший экземпляр. Вообще, я думал, что будет все гораздо проще, когда они начали спускаться. Но так или иначе, мы добыли самого крупного. Отличный самец. Прекрасный трофей. После успешной добычи одичавшего козла команда возвращается на базу.
За ужином Шон рассказывает о том, как именно будет проходить завтрашняя охота на гималайского тара и альпийскую серну. План на завтра такой. Едем в аэропорт, запрыгиваем в вертолет, летим примерно 15-20 минут. Мы увидим ареал обитания тара и серну, их ареал обитания, и будем там на них охотиться. Мы найдем животных, выйдем из вертолета и будем надеяться, что найдем хорошие трофеи. Обычно удается найти хорошие трофеи утром, но посмотрим, как пойдет. Ранним утром и еще до восхода солнца команда вылетает из аэропорта города Ванака в Южные Альпы. Бывалый горный охотник Сергей Мазуркевич и его супруга еще не знают, что им предстоит самый экстремальный опыт по добыче трофеев в их жизни. С помощью винтокрылой машины, что запрещено во всех других странах. Первооткрывателю этих берегов Абелю Тасману наш вертолет полностью изменил бы жизнь. Поднявшись на высоту птичьего полета над землей, которую Тасман ошибочно принял за часть материка, он увидел бы океан со всех сторон. И Джеймсу Куку 100 лет спустя не пришлось бы открывать Новую Зеландию заново. Новая Зеландия – это, мне кажется, единственная страна, где можно подлетать и вести поиск именно на вертолете. Ты высаживаешься с вертолета, производишь выстрел, и дальнейшая охота у тебя продолжается. Экстремально и интересно. Есть адреналин от всех этих маневров среди скал и гор. Близость, опасность, она создает изюминку этой охоты. Серна. Вон там. Слишком маленькая. В переводе с латинского «серна» означает «каменная коза». В Новую Зеландию она попала из австрийских Альп. Теперь она живет повсеместно в горах Южного острова. Но на снежных вершинах ее не встретишь. У серны тонкие копыта, и на льду животные скользят, а на снегу проваливаются. Передвигаются скачками и способны прыгнуть на 7 метров. Однако большую скорость не развивают. Вместе с тем серна очень проворное, свободолюбивое и неуловимое животное. Попытки человека одомашнить ее не удались. Наконец, охотники замечают серну с выдающимися трофейными качествами. Пилот зависает над пропастью и выпускает охотников на небольшой скальный карниз. Шон передает Сергею заряженный карабин. Дистанция до убегающей серны составляет около 120 метров. Первый же выстрел попадает в цель. Но подранок продолжает движение. Вторая пуля врезается в землю позади серны. В конце концов, животное теряет равновесие и падает. У нее только один рог. Вот это динамичная охота! Такого еще не было. Это реально нереально. Это происходило все очень быстро, четко. Как это делает мой муж, я не знаю. Для меня это загадка. С первого попал, потом вторым добивал. Непонятно, что он говорил. С первого выстрела попадание было. За секунду до выстрела Шон сообщил, что у серны всего один рог. Но было уже поздно. У этой серны только один рог. Один рог у нее. Проводник с помощью троса привязывает трофей к зависшему над пропастью вертолету.
и пилот доставляет его в более безопасное место, где сможет посадить машину. У самца действительно оказывается только один рог, поэтому его трофейная ценность невысока. Этой серне лет 12-13. И проводник предлагает добыть более достойный трофей альпийской серны после охоты на гималайского дара. Мне казалось, мы просто куда-нибудь воткнемся. Организм вообще не хочет туда лететь. Это было круто. Подползли буквально метров 10 на дистанции 260 метров. Чувствуешь себя практически на Формуле-1, только детской. Если хочется испытать вот эти ощущения, я думаю, вам надо посетить Новую Зеландию.